Год назад я снял обзор на игру, которую ждал с самого момента создания канала. В завершении того ролика я высказал мысль, что игра нуждается в скорейших допилах, что нужно ее оптимизировать и все такое. Прошел год. Смог ли за это время Warzone стать нормальной игрой, в которую захотелось бы играть, которая не плавит вам устройство и не выжигает глаза? Ну, здравствуйте, господа и дамы, добро пожаловать в наш уютненький дурдом. В принципе, в сознании общественности уже закрепилось то, что Warzone провалился. Часть игроков пошла на выход сама, не смирившись с беспощадностью к своим устройствам. Часть выкинула сама игра, потому что, мол, тут несколько месяцев назад было слияние с Black Ops, и довольно много устройств после обновления эту игру запустить больше не смогли. Причем не самые древние устройства. Activision, ну корпорация вы зла, ну как так можно поступать с людьми, которые, несмотря на весь звездец, который происходил с вашей игрой, все равно в нее играли и создавали вам онлайн? Оставим это на их совести. Что касательно меня, лично я после крайнего ролика забыл про Warzone примерно на полгода. И за это время я частенько слышал отголоски новостей из него, и буквально от каждой из них заходить в него обратно хотелось все меньше и меньше. Скачать его и заставил себя через силу. Но я не хочу быть предвзятым. Давайте вот с чистой головой зайдем и посмотрим все, как оно на самом деле. И здравствуй, родное мыло! Ну какие текстуры, какая детализация, работа со светом, красота! Вы скажете, да погоди прогрузится. Но нет, ребят, не прогрузится. На самом деле я уже несколько дней во все это поиграл, и оно каким было, таким и остается. Кстати, вот у меня сейчас 46 уровень, но зайдя-то сразу после загрузки, он у меня был первым. А я до этого-то много времени в Warzone поиграл. У меня был более-менее прокачанный ак, были комплекты, были сборки, я мог выбрать нужные мне перки. А сейчас весь этот мой прогресс как карандаш из Темного рыцаря. Он испарился. Я понимаю, что вы там слияние замутили, но хоть комплекты-то мои, ну не трогайте, блин. Перки не отбирайте. Почему я должен заходить после перерыва и все заново это качать? Еще ж и прикол, что я сборки-то по-прежнему не могу сохранить. Я вот собрал в один комплект себе что-то и перенести в другой, я это не могу. Собирай там заново. Да какого хрена? У вас вот здесь есть целое окно, в котором, по идее, можно было бы их сохранять. Но это ж даже не база, это основа, это просто элементарное удобство для пользователя. В MV3 вашей ПКшной это было, а тут вы почему-то забыли. Кстати говоря, вот с механикой комплектов сборок это ну просто сюр какой-то. Вот гляньте, вот у вас херова гора модулей, я новичок, нахожу где-то на просторах интернета готовую сборку от знающих ребят и начинаю втыкать в каждое окно в ожидании, когда ж там полное название модуля проскроллится. Почему вы свой собственный интерфейс продумали настолько хорошо, что ваши же названия в него целиком не влезают? Я не графический дизайнер, но я прекрасно понимаю, что так быть не должно. И возражение, что, мол, это косяк локализации, а в оригинале-то все хорошо, не принимается, потому что нет больше локализации. Оригинальный мобильный Warzone, вышедший год назад, имел не просто перевод, а в целом вся игра была переозвучена. Все команды во время матча игра проговаривала на русском. Куда делось-то? Цыгане украли? Они здесь ни при чем, они нормальные ребята, мудаки здесь в разработке. Ну ладно, давайте вернемся в наши комплекты. Вы засунули десятки разновидностей модулей, вот только одни глушители здесь 16 штук. И вот как я, по-вашему, должен понять, какой из них мне стоит поставить? По статам? Конечно. Вот, пожалуйста. Как вам статистика? Наглядно? Понятно? Сильно много различий замечаете? 15 глушителей с одинаковыми статами. Зачем? Здесь либо накосячено с отображением характеристик, либо я просто не понимаю все, зачем они сейчас нужны. До слияния они точно имели разные значения, я прекрасно помню. Но теперь... Ну это даже не бред, это просто сюрреализм какой-то. И по-прежнему, до сих пор, меняя модули на своих донатных скинах, я не могу сделать так, чтобы примененные модули скрылись под дефолтный вид, чтобы я получил тот скин, из-за которого я и совершал покупку. Так что, либо играй с той сборкой, которую придумал наш рандомайзер, либо получай недокрашенное хер пойми что. Год прошел, вы ничего с этим не сделали, алло.
Ладно, если примера не было, но вот откройте свою же игру, вот на эту кнопку посмотрите, запомните хорошенько, как она выглядит. Это ж просто элементарная вещь. Короче, в деталях интерфейса, кастомизации и настроек лучше ничего не стало. А для нашего брата так и наоборот. Если раньше хоть с переводом все было написано, то теперь понять, за что именно отвечают те или иные настройки, стало еще сложнее. Господа и дамы, если вам нужен максимально надежный и выгодный магазин донатов в мобильные игры, то обращайтесь в Safe Store. С его помощью вы сможете выкрутить топовые скинчики по самым лучшим ценам. БП, Black Sale, спецпредложения для мобильного Warzone, для COD Mobile, PUBG. Все собрано в одном месте людьми, дорожащими своим именем. Тысячи довольных клиентов с настоящими отзывами, в том числе и от вашего покорного слуги, тому прямое подтверждение. Переходите по ссылке в описании и пользуйтесь услугами лучшего магазина в СНГ. И, пожалуйста, не пытайтесь искать магазин сами, пользуйтесь прямой ссылкой под роликом, потому что в противном случае вы рискуете наткнуться на мошенников, которые все чаще пытаются клонировать оригинальный магазин. Будьте бдительны, берегите и себя, и свои персональные данные. Не передавайте их непонятным третьим лицам и соблюдайте инструкции, которые вам предоставит Дима, владелец оригинального магазина. Он в первую очередь пытается обезопасить вас самих. Все необходимые ссылки ждут вас под роликом. Но давайте перейдем к настоящему краеугольному камню Warzone — графике. И тут довольно сложно. Когда я запустился в самую первую катку, то ощущение было, будто мне песка в глаза насыпали. Ну и естественно, только лишь потому, что все настройки графики, которые я когда-то себе ставил, меня покинули. Вернул снова высокие настройки, вернул нормальный FPS и стало лучше. Но мнение неоднозначное. Как будто бы до этого на максимальной графике картинка была почетче. Я не могу назвать нынешнюю прям мыльной, она довольно резкая, но не звенящая. Графику переделали, она стала менее детализированной, текстурки стали попроще. Но, когда я играл полгода назад, максимальную картинку мой iPad, а я напоминаю, что у меня прошка на M2, максимальную картинку он тянул ровно 2 катки на Алькатрасе, после чего все начинало дико фризить, шла конкретная просадка по кадрам и устройство, ну прям нормально так нагревалось. В общем, хорошая картинка вроде как и была, но вроде как и нет. Чтобы стабильно тянуть ее на долгой дистанции, видимо, нужен был уже, не знаю, M4, ну либо же кулер. Но как хозить к iPad кулер, чтобы играть в мобильную игру, смахивает на клинику, это просто бредятина. Поэтому играть приходилось на средних настройках, они были, ну, так себе. Сейчас же я играл без перерыва, записывал геймплей на протяжении 3 часов, все это на высокой графике, и за это время устройство не вскипело. По температуре оно было прям в полном порядке. Это еще и при условии, что я пишу геймплей напрямую в Mac по проводу, а значит, что пад еще и на зарядке находился. Короче, как минимум для яблочных устройств, даже не для самых новых, но завезли нормальную, стабильную работу. Завезли они, правда, ее тем, что порезали текстуры, не без этого. Но если не смотреть вдаль, где просто картинка рассыпается в мясо, то вот примерно на таких дистанциях все ок. Мы получили нормальную, хорошую картинку с достаточно качественной прорисовкой на ближне-средних, и она не плавит девайс. Вот этим, как минимум, я был очень приятно удивлен. Хотя нет, регулярные просадки почти до нуля были, но это связано с одной конкретной фишкой. Так спаунятся боты. Вот примерно как-то вот так. Разрабы, ну это уж как-то совсем коряво. Да, боты и в COD Mobile появляются из воздуха, это база, но они хотя бы FPS в ноль не кладут. Ну и вот так откровенно появляться прям там, куда я смотрю, ну это вы, конечно, тоже классно придумали. К слову о ботах, их много. Прям вот очень. Реальный онлайн в игре находится в канаве. На все лобби, которое играется 25 минут, у вас реально может быть в противниках один единственный сквад. Да, вы будете с ними довольно забивными путями файтиться, прям конкретно так, потому что тут гулаг, тут ревайвы в самой последней зоне, как здрасте залетают, можно выкупать тиммейтов теперь даже и за зоной. Короче, файты здесь прикольные. Но реально, ну не больше 2 живых сквадов на лобби, не считая вас. Неважно, выиграли вы предыдущую или проиграли, плевать, просто нету людей. Но зато с кайфом, на относительном расслабоне, с файтами, которые в меру разбавлены динамикой, играешь себе и жопа не горит. На контрасте с мобильной колдой тут прям все как-то по-доброму. Даже если и забрали, не страшно. Слетал в гулаг, развеялся, вернулся обратно. Такого прям вот, чтобы что-то выбесило во время катки, не замечено. Хотя нет, вру, замечено.
Раньше из дропа брался комплект, в котором у вас было сразу два основных оружия. Теперь вы можете собрать комплект только из одного основного и второстепенного по типу пистолета либо ножичка. Только проблема в том, что когда вы подбегаете лутать вторую сборку, то берется у вас целиком новый комплект с пестиком и ножичком, и вы оказываетесь опять с одним основным и второстепенным. А первую сборку ходите ищите теперь под ногами и подбирайте заново. Это в том случае, если вы вообще заметили и не убежали сразу. И это очень сильно бесит. Я не против разделения комплекта на два дропа, но не через такой вот сброс лута, ну это просто бред. В остальном добавили ножичек отдельным слотом. Теперь можно убрать обе пушки за спину и иметь нормальный человеческий спринт, как это сделано во всех других королевских битвах. В общем, где-то сделали лучше, где-то наоборот подобосрали. Ну, в общем, Activision. Их ругать как и самих, так и мобильный Warzone в частности можно просто до бесконечности. Начиная от того, что первая же катка, в которую я подобрался в сетевой, закончилась ровно в тот момент, когда я в нее загрузился. Игре похер, что матч уже фактически все, она вас все равно закинет, и ей норм. И пофигу на то, что я вот здесь вот отстрелялся, уже убрал руки от экрана, а игре все равно кажется, что надо стрелять дальше. Я сейчас на кнопку не жму, если что, оно само. И вот таких мелочей, их очень много. В мелочах игра прям сыпется. Причем все это мелочи, которые не критичные, которые не сильно сложные в исправлении. И можно было бы сказать, что вот надо выпустить патч, подождите обновы и все поправят. Нет. У вас, ребята, был год, чтобы допилить и поправить и сделать хорошо. Определенно точно, работа была проведена колоссальная, как минимум с производительностью, ведь как минимум для конкретно моего случая, ну стало прям хорошо. И я понимаю, что владельцев андроидов, особенно тех, чьи устройства игра перестала поддерживать, такой тезис лишь улыбнет, но это закон жанра. На яблоках всегда и везде с оптимизацией было получше, Warzone не исключение. Изначально я прям вот намеревался разнести Warzone в пух и прах. Вот просто камня на нем не оставить. Донатос мне на протяжении нескольких месяцев собирал всевозможные баги, что здесь глючит, как проваливаются предметы под карту, как падают дропы в воду так, что их не забрать. Я банально его скачать не мог себя заставить, потому что это ж надо с Apple ID выходить, логиниться в другой. Это все делается не по щелчку пальцев, там подтверждение, синхронизация с iCloud. В общем, минут 5 времени, конечно, но все же. И заходишь ты в игру, видишь снова это мыло, снова эти сборки, которые надо делать заново, которые не сохраняются. В общем, желание играть еще сильнее отпадает. Но я не знаю, как это получается, но когда ты проходишь все вот эти круги ада и просто оказываешься в игре, в это хочется играть. Это удивительный парадокс, но это действительно так. Игра-то приятная. Весь вот этот сеттинг, Верданск, аудиосопровождение, ну оно ж великолепное. Вот буквально минуту послушайте и посмотрите, как здесь начинается катка в КБ. Ну у меня реально прям аж мурашки по коже от такого эпичного залета в матч. Никакая мобильная колда тут даже рядом не стоит. Звуки, кстати, это отдельная красота. Здесь прям вот четко можно идентифицировать, выше вас враг находится в здании, ниже или где-то рядом. Все поверхности, по которым перемещается персонаж, звучат по-своему и звучат очень хорошо. Так что именно вот Warzone, то есть КБ, как я говорил год назад, да, оно прекрасное. И стало еще лучше, ведь теперь намного стабильнее все по картинке, нету этого эффекта печки. Да, мы лишились детальной прорисовки, ну камон, а у кого она вообще была? Кто мог себе ее тогда позволить? Прям штучные устройства, и они заметно грелись. А сейчас, если у тебя просто хорошее устройство, играй не хочу, каких-то критичных проблем не будет. Но момент прошел. Вот если бы он год назад таким вышел, какой он сейчас, то такого ведра фекалий на него бы не вылили. Ну максимум половничек бы опрокинули за отсутствие поддержки средних устройств, но не более. А сейчас... Ну вы попробуйте кого-то сюда заманить. Я сам с мыслями собирался с прошлого года, чтобы за него сесть. Потому что аура такая, что да ну его нахер, пусть лежит где лежит и бог бы с ним. В общем, сейчас основная проблема для пробегающего мимо рандомного игрока — это заинтересовать его. А это сделать сложно, потому что весь вот этот говносрач о том, насколько Warzone плох, известно намного лучше, чем сам Warzone. Отсюда и неуверенный онлайн с финансовыми показателями. И любой здравомыслящий человек, который понимает, как устроен этот мир, может подумать лишь одно, что подобный проект
Это бизнес, а когда бизнес не окупается, его закрывают. Но ситуация с Warzone иная. Есть не самая проверенная инфа, но, как поговаривают знающие люди, этот проект не создан для заработка. Он создан для продвижения. Именно ради того, чтобы люди шли в большой Warzone и там уже несли прибыль. И с учетом того, что всем прекрасно известно, что донатить дешевле через комп, что это выгоднее, то само собой все, кто имеет такую возможность, именно так и поступают. Они идут в ПК, покупают там батл пассы, скинчики, а потом качают это все где-то в перерывах на работе и с кайфом залипают потом во все это дело вечером на большом экране. И если это так, то этот проект вечный. И плевать все хотели в рядах разрабов, кто там проходит мимо мобильной версии, им другая аудитория нужна. Но лично мне кажется, что это больше оправдание своей неудачи, что, мол, да нет, там мы не хотели с него нормально зарабатывать, мы изначально так и планировали. Блин, не поверю. Но стратегию уже давно могли и изменить, и теперь оно вот такое. С точки зрения геймплея, зайти и поиграть было приятно. Делать это на регулярной основе я, конечно же, не буду, но где-то раз в год, если оно будет жить, то буду заходить, смотреть, что снова добавили, что удалили, получать короткий кайф от игрового процесса и снова забывать про это все дело на год. Советовать его кому-либо из вас? Нет, не буду. Если вы внимательно смотрели, то и сами прекрасно понимаете, стоит ли зайти попробовать на своем устройстве все это дело, либо же нет. На этом на сегодня все. Еще раз огромная благодарность Кириллу, что помог и со сбором информации, и аккаунт не прокачал, чтобы я мог сразу нормально что-то записывать. Короче, бесконечный тебе респект. Не забывайте про мой бусти и телеграм-канал, ставьте лайки. Ну а это был Командос. Пока.